Вчера суд в Гааге наконец поставил точку в деле малазийского Боинга MH17, сбитого в 2014 году над Донбассом, и признал ответственной за это российскую сторону. Суд подтвердил то, что все, в общем-то, и так знали с самого начала, что самолет был сбит из российского Бука, из территории, которая находилась под контролем вооруженных формирований ДНР. Но если раньше это было с юридической точки просто версии событий, то теперь это уже официально подтверждено решением суда. Таким образом, окончательно разрушено и опровергнуто все многолетнее вранье российского правительства и его придворных СМИ, которые выдумывали то фейкового диспетчера Карлоса, то каких-то фейковых украинских летчиков, пытаясь снять с себя ответственность за это преступление и переложить его на украинскую сторону. Но самое интересное на самом деле даже не то, что признана виновность этих боевиков ДНР, потому что ни у кого и так не было сомнений, все понимали, что это они. Самое интересное в этом решении суда, что он фактически признал Россию стороной конфликта с 2014 года. Суд постановил, что Россия осуществляла контроль над формированиями ЛДНР, они ей полностью были подчинены, и таким образом Россия являлась стороной этого конфликта. Конфликт не был внутренним, а был международным. Вооруженный конфликт с самого начала может иметь международный характер, если это конфликт, который развивается между двумя государствами. Однако и не международный конфликт, который на первый взгляд идет между государством и группировкой, может также считаться международным, если одно из государств направляет и управляет этим одной из сторон. В данном деле рассматривается конкретный вопрос: имела ли Российская Федерация в 2014 году общий контроль над ДНР? Суд установил, что таковой контроль имелся. И для этого приводятся несколько причин. Многие из руководителей того периода в ДНР имели российское гражданство. Некоторые из них, кроме того, в прошлом имели отношение к вооруженным силам Российской Федерации, как, например, обвиняемые Гиркин и Дубинский. Некоторые руководители ДНР имели тесные связи с Российской Федерацией. В перехваченных разговорах, например, регулярно говорилось о связи с высокопоставленными лицами в Российской Федерации. Ничего нового, конечно, нам этот судья не сообщил. Все нормальные, адекватные люди, конечно, понимали все это с самого начала. Я напомню, что я даже целую книгу написал, «Як Украина втрачала Донбасс», в которой как раз приводил многочисленные факты, доказательства того, что Россия является стороной этого конфликта и что война на Донбассе без России, без ее вмешательства вообще не началась бы. Напомню, что всем, кто интересуется вопросом, все могут заказать эту книгу по ссылке в описании к этому ролику. Доставка новой почтой по Украине. Книгу доставят во все населенные пункты, где есть новая почта. Тем не менее, хотя казалось бы, все очевидно, все уже разжевано, доказано, описано, все равно в Украине находились негодяи и лжецы, которые выгораживали агрессора, утверждали, что Россия там ни при чем, она не участвует, и рассказывали, что в Украине идет гражданская война. Вы их все, конечно, помните. Это многочисленные народные депутаты, телеведущие, какие-то эксперты, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Татьяна Монтян, Елена Бондаренко, Сергей Сивоха и многие другие. Война гражданская, потому что идет на нашей территории, именно на территории Украины. Гибнут исключительно украинцы. Это действительно братоубийственный гражданский конфликт. Это война между украинцами. Так вот, теперь всех этих людей уже можно официально называть лжецами и проходимцами. И это уже не оценочное суждение, а это уже суд доказал, что так и есть. Годами мы сталкивались с этой системой чудовищной лжи, которой, к сожалению, верили в том числе и миллионы наших сограждан, миллионы украинцев. Годами я и другие журналисты в блогах, в социальных сетях, в книгах доказывали, что Россия участвует в этом конфликте. Россия является стороной, это не внутренний конфликт. Что только мы не наслушались, чего только не наслушались от этих всех пророссийских политиков, которые там сидели на зарплате у Кремля. И вот теперь, наконец-то, уже, как говорится, суд
всех рассудил. Суд четко показал, кто все эти годы обманывал, вводил в заблуждение, а кто говорил правду, несмотря ни на что, и работал по совести. Ну а России придется все равно рано или поздно теперь расплачиваться за то, что она наделала. И не только за этот эпизод. Будут, конечно, и другие суды теперь уже по событиям 2022 года. И за все придется все равно каяться, и за все придется платить. Я имею в виду в финансовом плане расплачиваться, потому что будут компенсации. И чем дольше Россия будет затягивать, там их не платить, тем дороже придется заплатить в итоге. Сейчас не все россияне это понимают, но они будут расплачиваться, они будут платить за преступления Путина, причем не только те, кто живет сейчас, еще их внуки будут за это расплачиваться. От этого никуда не деться, все равно придется заплатить. Сейчас они этого не осознают, но это осознание придет неизбежно. И чтобы оно пришло быстрее, просто поделитесь этим видео. Правда в очередной раз восторжествовала, нашла себе дорогу. Поделитесь видео и обязательно подписывайтесь на канал.